Давайте теперь попробуем построить стойки C-pillar и A-pillar. Значит, давайте начнем с задней стойки, закончим вот это место, одно из самых сложных в этой машине, как мне кажется. И пойдем дальше. Значит, первое, что нужно сделать, построить кривую, которая бы попадала и описывала бы нашу стойку. Пока что тут достаточно будет второй степени. Сделаем так вот. Вся она нам не нужна. Нам нужно поработать только на небольшом кусочке. Пока даже, наверное, уменьшим до третьей степени. Порядок нашей поверхности. Вот. И начнем немного подгонять ее под меш. Так. По какому принципу оно должно строиться? Во-первых, вот это пересечение должно прийти в эту точку. Во-вторых, само пересечение должно выглядеть аккуратно. Ну и в-третьих, оно должно касаться нашего меша. Вот, поэтому его примерно до этой точки дотягиваем все это дело. Можно сделать вот таким вот образом, продлить. Нашу боковинку, чтобы была у нас опорная кривая. Можно здесь увеличить степень, к примеру, до 4 и по позиции приалайнить. Вот так. Ну и осталось снова подтянуть геометрию. Удалим историю. Вот так примерно будет выглядеть. Видим, что попали вот в эту область нормально. Вот эта линия строилась, естественно, отдельно. И мы построим чуть позже. Так. Посмотрим, чтобы добра было.
Так, скроем меш. Продлим до конца часть нашей стойки. Вся нам она не нужна. А часть продлим по кривизне. То. Вот. Хорошее пересечение. Меня вполне устраивает. Этот кусочек нам не нужен. Проверим, что там было развал. И можно перестроить, так как у нас здесь 5-я степень, и мы здесь, скорее всего, не попали в позицию. Поэтому вот эту поверхность мы перестроим к 5-й степени сейчас. И переалайним на позицию. Таким образом, все внутренние точки останутся нетронутыми, кроме как вот этой грани. И вся наша настройка никуда не сдвинется, а позиция попадет. То есть тут именно важна последовательность. Так, дальше. Дальше. Дальше нужно подоконную линию построить, которая будет приходить вот в эту. Давайте начнем отсюда. Или сверху равнее это движение и построим сквер. Так. Немного уменьшить порядок. Вот так. Ну, попробовать. Пока попробовать вытянуть эти сивишки. Немного наружу. Вот тут какой-то непонятная кривизна, если честно. Я бы не стал сильно пытаться попасть прямо в это все дело. Кривая нам не нужна. Вот. Если честно, мне вот эта надутость совсем не нравится. Поэтому пусть она будет, но не такой большой. Вот дальше нам нужно избавиться от позиции вот здесь. Сейчас здесь тангенс почти попал
кривизны в помине нет. Вот, поэтому что мы делаем? Мы продляем поверхность вот так вот вверх. Забираем отсюда этот кусок и блендим их между собой. Вот так вот, побольше. Бленд. Сделаем отлично. Так, и удалим вот здесь лишнее. Вот такая картина у нас получается. И теперь все, что осталось, это закатать вот здесь филет большой такой, ориентируясь на наш меш. Перед тем, как запускать команду Surface Fillet, обязательно сохраняемся, потому что 1000 раз она уже зависала и выкидывала. Так, выделяем поверхности, которые будем филетить между собой. Ставим радиус примерно 150, точнее horizontal length. Default. Форм-фактор где-то 0,7. Смотрим, что получается. И выключим Trim Type переключим на Curve on Surface. Ну вот, похоже на правду. Здесь можно сделать Align. Так. Дальше. Default. И вот так вот. Осталось закончить здесь. Это мы сделаем следующим образом. Вручную простроим продолжение этой линии. Сделаем Align. И построим сквер. Скорее всего, здесь мы не попали. Ну, значит, возьмем эту линию и совместим вручную. Так. Здесь нам нужна кривизна на двоечке. И немного подтянем Explicit. Включим Explicit 5:5. Немного подтянем. Вот так вот CV-шки. Так.
Ну и теперь останется все это просто перестроить на чистовую. Перед этим можно, конечно же, чтобы было понятно, что здесь произошло, сделать трим по мешу, отрезать окно, вырезать вот этот дверной проем. Для этого эту поверхность можно просто опустить до сих пор. Вот эти кривые. Копи-пейст. Передвинем пиво сюда. Двинем и масштабированием подгоним под силуэт. Нашего окна. Дальше эта кривая, видим, заходит сюда. Тут вот ориентируемся на меш. Вот так. И вот так. Все. Можно кривые, которыми мы будем делать трим, или сверху, все перенести в плоскость. Итак, проецируем сначала на все наши поверхности по Y наши кривые для трима. Давайте удалим историю. Можно поправить, чтобы мусора не было. Так. Так. Это можно скрыть вообще. Вот так выглядит наша стойка. Теперь мы просто это все перестроим вручную на чистовую. И все. Ничего сложного. Давайте перестроим все это теперь на чистовую. Для этого вернем все как было. Берем тримы. Вот так. Удалим историю. И вернем из темпа вот этот кусочек. Мы можем оставить, конечно, наши филеты. Как видим, их внутреннее натяжение вполне себе нормальное на всем участке. Вот мы просто уменьшим их количество спанов, улучшим качество. Вот, но перед этим можно попробовать, конечно, и так.
удалим кривые на поверхности все. Вот, и все кусочки перестроим без спанов, вот так вот вручную. Вот здесь можно попробовать. Я сомневаюсь, что здесь получится сделать одним куском, одним патчем, но попробуем пока так. Вот, и чтобы все линии стали нормально, выровняем их между собой для начала. Вот так же 3 сделаем. Продлим здесь. И выровняем. Вот так. G2. Достаточно. Так. Ну вот так. Теперь все наши вот эти линии между собой выровнены, и можно уже проецировать их на поверхность. По G0 Project Normal. Как видим, гап здесь совсем малюсенький, поэтому можно попробовать немножко дернуть все вишки, и скорее всего оно станет на место. Да. Так, дальше вот это. Тут тоже гап вполне себе подходящий для того, чтобы вручную попытаться улучшить его. Но вот с этим не факт, конечно. Возможно, придется увеличить степень до 6, к примеру. Вот, и тогда... Да, тогда все получится. Дальше этот кусочек. И наш самый страшный. Давайте попробуем посмотреть, как у нас выглядит пересечение с нашим. То есть вот эти все вишки должны лежать на пересечении. Как мы видим, что здесь они немного уходят от него. Это не есть хорошо. Поэтому с этим мы тоже поборемся немножко. Так, отлично. Вот, и вручную давайте потянем. Так. Ну хорошо, давайте закончим проецирование позиций наших.
Так. Удалим историю и вручную подтянем здесь, чтобы они красиво легли вдоль пересечения нашего. Вот так вот. Вот, и теперь все наши позиции переалайним в кривизну. Трим лишнее, чтобы не мешало ничего. Edge. Вот, конечно, странная штука. Допустим. Почему так? Только что здесь был G0. Окей. G2. G2. Проверим внутреннюю. Так. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Так, отлично. Удалим историю. Тримнем. И последнее, что нам нужно будет сделать, естественно, поправить вот этот патч. Так, я предлагаю его перестроить в самом сквере. То есть самим сквером добиться его хорошего состояния. Вот так вот. Отлично. Удалим историю. Вот так выглядит наша C-Pillar Астона Мартина. Давайте сделаем трим. Спроецируем на нашей поверхности кривые. И тримнем.
лишнее в темп. А дальше. Вот так выглядит наша машинка. Так она соотносится с нашим мешем. Двигаемся дальше. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.